Помните, как мастер Шифу из мультика «Кунг-фу панда» искал внутренний покой? Причем искал он его, как мне кажется, очень смешным способом. Он ужасно нервничал из-за того, что никак не мог этот внутренний покой достичь. Он очень хотел успокоиться, очень старался постичь просветление, и все сильнее раздражался от того, что у него ничего не получается. Ну, в общем-то, тема внутреннего покоя, конечно, важная и, на самом деле, наверное, заезженная, потому что люди очень давно находятся в погоне за этой самой внутренней устойчивостью. А в той среде, в которой мы сейчас с вами живем, эта погоня становится особенно понятной. Как будто бы внутренний покой – это такое особое состояние, в котором тебя ничего не трогает, ты ни на что не реагируешь, сидишь себе где-нибудь под деревом мудрости, улыбаешься и находишься в абсолютной гармонии с миром. Даже если сам мир в этот момент, мягко говоря, ведет себя не очень гармонично. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить как раз про химию покоя и внутренней устойчивости. И именно так называется наша сегодняшняя лекция. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вера Попова, я клинический психолог и психотерапевт. Это проект «Открытые лекции», где мы с вами говорим о сложных и важных вещах простым языком, опираясь на науку. И сегодня, как вы уже поняли, мы говорим о химии покоя и внутренней устойчивости, а именно про серотонин. Почему же? Потому что в мире, где на нас каждый день обрушивается огромное количество стимулов, именно способность остановиться, оглядеться и почувствовать почву под ногами становится редким и очень ценным навыком. Не чем-то, что однажды просто случается с нами, если повезет, а чем-то, что можно понимать и, как окажется, к концу лекции можно создавать самим. Сегодня мы разберем, кто такой серотонин, что он делает, что про него болтают, уберем псевдонаучный шум вокруг этой темы, и здесь и будут неожиданные вещи, потому что научное понимание серотонина за последние годы сильно изменилось. Поговорим о том, как с этой системой связаны тело, сон, свет и даже наши отношения с другими. И закончим, как всегда, такой практической стороной вопроса, что же нам с этим всем делать в обычной жизни. А чтобы по-настоящему понять, почему мы сегодня так сильно устаем, тревожимся и никак не можем расслабиться, нам нужно увидеть один важный контраст. Контраст двух условных миров, которые существуют внутри нашей головы. Это мир дофамина и мир серотонина. Современность буквально перегружена дофаминовыми сигналами. Нас все время куда-то зовут, что-то предлагают, чем-то заинтересовывают. Нам все время нужно посмотреть, ответить, купить, успеть, достичь и не пропустить. А вот условий для покоя, насыщения, безопасности и ощущения, что мне уже достаточно, становится все меньше. Чтобы вы почувствовали эту разницу, я предлагаю вам немного включить воображение. Представьте себе такую картину. Вы видите первобытного охотника, который затаился в кустах. Внутри него предельное напряжение, азарт, предвкушение добычи и ощущение дефицита. Если я сейчас не поймаю этого зверя, я останусь голодным. Это такой зуд ожидания. Когда активно работает дофаминовая система, у нас внутри все как будто звенит от напряжения. Мы бежим, достигаем, ищем, скроллим. Мы все время чувствуем, что самое важное находится где-то впереди. Так работает химия охоты и наш глубоко уважаемый дофамин. А теперь представьте совсем иной вид. Тот же охотник вернулся в свою пещеру. Горит безопасный огонь, добыча уже приготовлена и съедена. Вокруг сидит его племя, его близкие. Он укутан в теплую шкуру. И внутри появляется ощущение сытости, безопасности, тепла и тихого понимания. Мне сейчас достаточно, я на своем месте, я в безопасности. Прямо сейчас мне ничего не угрожает и никуда не нужно бежать. Это химия гнезда. Так работает очень важный для нас серотонин. Вот эту сторону наших внутренних процессов, дающую нам подобный опыт, мы и будем с вами сегодня обсуждать. Но здесь важно сразу не попасть в другую крайность и не решить, будто серотонин – это такая внутренняя, значит, какая-то кнопка спокойствия, что вот сейчас мы его как-нибудь повысим и немедленно достигнем внутреннего покоя. Нет. Надо понимать, что серотонин не создает покой напрямую. Это сложная регулирующая система, которая участвует в обработке угрозы, в торможении импульсов, в способности ждать, выдерживать неприятные состояния, учиться на собственном опыте и менять свое поведение, когда старое больше не работает. Она связана со сном, аппетитом, тревогой, агрессией, социальным поведением и тем, как мы понимаем и принимаем решения. Поэтому, если совсем условно и метафорически, дофамин говорит нам, там происходит что-то важное. Ну-ка давай, поднимайся, иди туда, быстрее, скорее, стремимся.
А серотониновая система помогает не сорваться с места немедленно. Она как бы приглашает нас подождать, выдержать, посмотреть, что сейчас происходит, и не отдавать все управление первому попавшемуся возникшему импульсу. И, возможно, именно это и есть та самая внутренняя устойчивость, за которой мы все время так гоняемся. Поэтому главная мысль, с которой мы попробуем прожить с вами эту лекцию, будет звучать так. Внутренняя устойчивость – это не отсутствие тревоги, возбуждения или злости, это способность не терять управление собой, когда эта тревога, это возбуждение или эта злость появляется. А теперь давайте посмотрим, какую довольно злую шутку играет с нами мозг в 21 веке. Итак, когда мы чувствуем усталость, фоновую тревогу, одиночество, внутреннюю пустоту или опустошение, то есть когда нам, по сути, не хватает вот этого покоя, безопасности, тепла, контакта, вот этой самой химии гнезда, что же мы чаще всего делаем автоматически? Мы что делаем? Берем в руки телефон, начинаем скроллить ленту новостей, заходим на маркетплейсы, открываем холодильник в поисках чего-нибудь быстренького и приятненького, придумываем себе, естественно, что 300-500 новых задач. Начинаем что-то срочно планировать, искать, покупать и смотреть. То есть тот момент, когда нам на самом деле нужно замедлиться, почувствовать опору и немного так восстановиться, мы добавляем себе еще одну порцию стимуляции. Мы пытаемся успокоить истощенную нервную систему новой дофаминовой активностью. А вот это уже действительно похоже на попытку тушить пожар бензином. Мы и так напряжены, и так мало ощущения безопасности, и так много усталости, и добавляем еще сверху жирным слоем такой дополнительной новизны, еще парочку новых сигналов, еще бы задачки 3 туда положим, ну и, конечно же, такой целый мешок ожидания. И это заставляет мозг бежать еще быстрее. Конечно, на короткое время это действительно может помочь. Мы отвлекаемся, нам стало интересно, появилось ощущение движения, как будто мы снова как-то ожили, да? Но настоящее восстановление при этом не произошло. И через какое-то время мы часто обнаруживаем себя уже более уставшими, еще более раздраженными, еще менее способными остановиться. Поэтому наша задача с вами сегодня не пытаться механически поднять себе какой-то один нейромедиатор. Наша задача попробовать развернуться к возможности, научиться замечать момент, когда нам уже не нужна новая добыча, друзья, когда нам нужен не еще один стимул, не еще одна задача, не еще один какой-нибудь рывок, а переход из режима постоянного поиска в более бережный и поддерживающий режим. Из режима «мне срочно нужно еще вот это, вот там, вот оно», да, в режим «давайте сначала посмотрим, что вообще сейчас со мной происходит и чего мне на самом деле не хватает». И сегодня мы с вами будем разбираться, как это можно делать. Прежде чем идти дальше, предлагаю остановиться и честно посмотреть, что мы на самом деле знаем про серотонин. Это важно, да? Потому что вокруг серотонина ходит немало устойчивых представлений, без голливудской драмы, конечно, как это было с дофамином, но от этого не менее живучих. Давайте глянем, что из этого научно обосновано, а что просто красивая идея, которую мы все друг другу пересказываем. Итак, значит, что говорят? Говорят, что серотонин – это гормон счастья, и его нехватка вызывает депрессию. Это, наверное, конечно, самая известная фраза про серотонин вообще. Мы слышали ее из рекламы антидепрессантов, из статей, из разговоров, из постов людей, которые думают, что они имеют некое отношение к психологии. Как звучит это? Звучит, например, так. У тебя просто не хватает серотонина, поэтому тебе плохо. Мгм. А теперь самое интересное. Значит, в 2022 году в журнале «Молекулярная психиатрия» вышел большущий научный обзор. Его возглавила Джоанна Монкриф, профессор психиатрии. Ученые сделали прямой вывод, что убедительных доказательств того, что депрессия вызывается именно нехваткой серотонина или нарушением его активности, не нашлось. Понимаете? Поэтому простая формула «мало серотонина равно депрессия» или «много серотонина равно райское счастье» оказалась гораздо большим упрощением, чем нам когда-то сказали. Депрессия – это сложное состояние, в котором участвует множество факторов. Биология, жизненные обстоятельства, отношения, история человека. Один нейромедиатор не может быть единственным объяснением и нести на себе всю эту ответственность. Почему же серотонин не гормон счастья? Как вообще так получилось, что серотонин стали так называть? Это название, конечно, научно неточное, но появилось оно не совсем уж на пустом месте. История того, как серотонин вообще был открыт, довольно интересная. Потому что сначала его никто не искал ни в связи со счастьем, ни в связи с депрессией, ни вообще в связи с психикой. Все началось
Неожиданно, с кишечника. В 1930-х годах итальянский ученый Витторио Эрспамер изучал работу желудочно-кишечного тракта. Его интересовало, почему кишечник сокращается и какие вещества на это влияют, и как вообще организм управляет всей этой довольно сложной системой. И во время этих исследований он обнаружил неизвестное на тот момент вещество, которое вызывало сокращение гладкой мускулатуры кишечника. Эрспамер назвал его энтеромином от слова энтерон, то есть кишечник. Он, конечно, не думал в этот момент: так, ребята, кажется, я нашел вещество внутреннего покоя. Он изучал кишечник. А потом, независимо от него, в конце 40-х годов группа американских исследователей из Кливлендской клиники Моррис Рапопорт, Арда Грин и Ирвин Пейдж занимались совершенно другой задачей. Они изучали кровь, давление, сосудистый тонус. И обнаружили в сыворотке крови вещество, которое влияло на нином сера, потому что вещество выделили из сыворотки крови, а танин, потому что оно влияло на тонус сосудов. Вот. Но уже спустя несколько лет ученые поняли, что энтеромин эрспамера и серотонин, найденный американскими исследователями, это одна и та же молекула. Просто ее обнаружили дважды в разных местах тела, в разных лабораториях, и исследователи сначала даже не знали, что говорят об одном и том же веществе. А затем выяснилось еще кое-что важное. Серотонин есть в мозге. И вот здесь история стала гораздо интереснее для психологии и психиатрии, потому что оказалось, что одно и то же вещество участвует и в совершенно телесных процессах, работе кишечника, сосудов, тромбоцитов, и одновременно в работе мозга, в передаче и регулировании сигналов между нервными клетками. Для науки того времени это, конечно, было жуть какое важное открытие. Оно показывало, что то, что мы называем настроением, тревогой, возбуждением, импульсивностью, сном, аппетитом, это не что-то, что существует отдельно от тела. Ну, не где-то в особом, знаете, каком-то духовном пространстве. Вот, и не так, что отдельно у нас есть тело, которое ест, спит, болеет, а отдельно психика, которая думает, чувствует и переживает. Оказалось, что это одна система. Состояние тела влияет на психику, работа мозга влияет на тело, и провести между ними какую-то аккуратную границу в реальности практически невозможно. Именно из таких открытий постепенно выросла современная биологическая психиатрия. Ученые начали исследовать, как нейромедиаторы, связанные с депрессией, тревожными состояниями, психозами, агрессией и сном. Начали появляться препараты, которые влияли на работу этих систем. А в середине прошлого века ученые начали замечать, что некоторые препараты, которые помогают людям при депрессии, влияют на работу нейромедиаторов, в том числе на серотониновую систему. Постепенно появилась идея, что между серотонином и настроением существует очень важная связь. А потом появились антидепрессанты, которые воздействуют на обратный захват серотонина. Они стали широко применяться, о них начали много говорить врачи, фармацевтические компании, журналисты, пациенты, и довольно сложная научная мысль, что, значит, серотониновая система участвует в регуляции настроения, постепенно превратилась в очень простую, как обычно и бывает, и понятную фразу: серотонин отвечает за счастье. То есть сначала было наблюдение. Препараты, влияющие на серотониновую систему, некоторым людям помогают при депрессии и тревожных расстройствах. Потом возникло предложение, возможно, депрессия связана с нарушением работы этой системы. А уже потом массовая культура сделала из этого очень удобный вывод. Если человеку плохо, значит, у него мало серотонина. Если серотонина станет больше, он будет счастлив. Ну, потому что человеческому мозгу, конечно, гораздо приятнее простая схема. Есть вещество счастья, есть вещество желания, есть гормон любви. Ну, все подписали, все разложили по коробочкам, и вроде бы сразу становится понятно, как мы устроены. Но в реальности все устроено гораздо сложнее. Серотонин действительно связан с настроением, он участвует в регуляции тревоги, импульсивности, сна, аппетита, агрессии, социального поведения, способности выдерживать что-то неприятное и не реагировать немедленно на каждый внутренний импульс. То есть он связан со многими процессами, от которых действительно зависит то, насколько устойчиво и благополучно мы себя будем чувствовать. Но участвовать в создании условий для благополучия — это не то же самое, что непосредственно производить счастье, понимаете? Серотонин — это не такая, знаете, вот
кнопочка внутри мозга, на которую мы нажали, и нам стало хорошо. Он не переключает нас из грусти в радость, из тревоги в спокойствие и не приносит готовую эмоцию, как будто посылку с доставкой. Вот те, нате, пожалуйста, ваше счастье. Получите, вот здесь распишитесь. Серотонин – это прежде всего нейромодулятор, то есть он скорее влияет на то, как именно мозг будет обрабатывать все, что сейчас с нами происходит. Насколько сильно мы отреагируем на какой-то сигнал, насколько быстро возбудимся, насколько легко сможем затормозить, что заметим, а что пропустим, на чем застрянем, от чего сможем отойти. Одним нервным клеткам он как будто будет говорить: так, ребят, давайте здесь немножечко поактивнее, что тут у нас такое, да? А другим: а тут, пожалуйста, будьте добры, потише, что это вы разошлись, да? Но что мы в результате почувствуем? Спокойствие, тревогу, раздражение, грусть, ясность или вообще что-то еще зависит не только от самого серотонина, зависит от того, на какой рецептор он подействует, в каком участке мозга, как долго действует, что в этот момент происходит с телом. Вообще выспались ли вы, находитесь ли вы в безопасности, что с нами вообще случилось и в каком состоянии мы находились до этого. Понимаете? То есть это не шутка, это серьезная история большой системы. Я приглашаю вас представить себе концерт. На сцене играет целый оркестр. Представили? А теперь посмотрите. Один инструмент отвечает за телесное возбуждение, другой за внимание, третий за тревогу, четвертый за память, пятый за удовольствие. И все это одновременно играет внутри нашей головы. А серотонин – это, как раз тот товарищ, который в нашей метафоре на сцене не находится. Он сидит где-то в зале за звуковым пультом, потому что серотонин – это тот самый звуковик. Он не пишет музыку, он не выбирает композицию, он не решает, будет она веселая или грустная. Но он может один инструмент сделать чуточку громче, другой приглушить, где-то добавить резкости, а где-то, наоборот, сделать звук более ровным. И одна и та же мелодия в итоге может прозвучать совершенно по-разному. Серотонин не говорит мозгу, что именно нужно чувствовать. Он меняет условия, в которых мозг обрабатывает происходящее. Он не автор музыки, он тот, кто помогает настраивать звук. Он звуковик. Второе широко распространенное представление о серотонине, а вы еще помните, мы же говорим о том, что про серотонин болтают, да? Так вот, второе широко распространенное представление о серотонине звучит примерно так. 90% серотонина находится в кишечнике, значит, там же, видимо, живет и наше счастье. Мгм. Эта идея стала особенно популярной в последние годы на волне огромного интереса к микробиому, здоровью кишечника и разговорам о том, что практически все в нашей жизни можно исправить, если правильно заселить себя полезными бактериями. Ну и здесь, как это часто бывает, в основе этого представления лежит вполне реальный научный факт. Да? Действительно, подавляющая часть серотонина в нашем теле находится не в мозге, а в желудочно-кишечном тракте. Да-да, там его производят специальные клетки. А вот в мозге серотонин синтезируется уже совершенно отдельно. За его производство отвечают другие клетки, и значительная часть которых находится в небольшой области глубоко в стволе мозга. Но дальше начинается самое важное. Наш мозг защищен специальным фильтром, гематоэнцефалическим барьером. Это такая очень строгая таможня внутри, между кровотоком и мозгом, которая далеко не все разрешает пронести вовнутрь, потому что мозг все-таки орган-то очень важный, да? И вот серотонин, произведенный в кишечнике через эту таможню, пройти не может. Поэтому кишечный и мозговой серотонин – это, по сути, две отдельные системы. Вещество называется одинаково, но работает в разных зданиях. И никакой прямой трубы, по которой серотонин из кишечника перекатывается в мозг, между этими зданиями просто нет. Кишечный серотонин занимается своими делами, он участвует в моторике желудочно-кишечного тракта, секреции, сосудистой регуляции, обменных и иммунных процессах. А мозговой серотонин синтезируется внутри центральной нервной системы. Такие дела. Вместе с этой идеей, что счастье живет в кишечнике, существует еще одна. Звучит она так. Значит, нужно съесть банан или шоколад, или, может, помидор, и настроение сразу улучшится. Мгм. Но, к сожалению, так это не работает. Справедливости ради, конечно, стоит сказать, что некоторые продукты действительно содержат серотонин. Он обнаружен, например, в бананах, плантанах, ананасах, киви, сливах, помидорах и грецких орехах.
Причем в грецких орехах его действительно довольно много по сравнению с многими другими продуктами. Но опять же, да, мы вспоминаем, что серотонин, который мы получили с едой, не может пройти через гематоэнцефалический барьер, ту самую строгую таможню между кровотоком и мозгом. Поэтому нельзя съесть банан, помидор или орехи и таким образом доставить содержащийся в них серотонин прямо в голову. Иначе мы все, конечно, наверное, ходили счастливые, как в раю. А вот что действительно может пройти через эту таможню, так это триптофан. Что это такое? Это незаменимая аминокислота, которую организм не умеет производить самостоятельно, поэтому должен получать с пищей. И уже из триптофана организм в том числе может синтезировать собственный серотонин. Триптофан содержится прежде всего в белковых продуктах, курице, индейке, рыбе, яйцах, молоке и сыре, сое, арахисе, тыквенных, подсолнечных и кунжутных семечках. Но и здесь чудо не произойдет, товарищи. Нельзя объесться, значит, сыром, обожраться орехами или индейкой и гарантированно повысить себе серотонин, настроение и качество жизни. Потому что триптофан находится, понимаете, в продуктах, но проходит в мозг он-то не один, он конкурирует за вход с другими аминокислотами, которые мы получили из той же пищи, а дальше организм сам решает, куда его направить. На строительство белков, или на другие обменные процессы, или на, конечно, синтез серотонина. Такие дела. Еще одно блуждающее в народе утверждение про серотонин гласит: достаточно почистить кишечник, значит, ну, собственно, восстановить микробиом, и что? Депрессия пройдет. Это тоже очень большое упрощение. Микробиота кишечника действительно влияет на организм, она взаимодействует с иммунной системой, обменом веществ, блуждающим нервом, может косвенно влиять на работу мозга и наше психическое состояние. Но идея о том, что правильные бактерии напрямую дополнят наш мозг серотонином, это уже, ну, совсем, знаете, такой красивый маркетинговый рассказ продавцов пробиотиков. Депрессию одними йогуртами не вылечишь, конечно. Надеюсь, вы это понимаете. Ну и что же тогда получается? Если мозговой и кишечный серотонин существует отдельно, значит ли это, что тело и психика вообще не связаны между собой? Конечно, нет. Они очень тесно связаны, просто эта связь устроена гораздо сложнее, чем схема серотонина из кишечника. Пошел в голову, и человеку стало хорошо. А вот. Мозг, конечно, непрерывно получает информацию о состоянии тела, о том, что голодны ли мы, выспались ли мы, испытываем ли боль, есть ли в организме воспаление, достаточно ли нам энергии, ну, безопасно ли нам физически вообще. Да? Если телу плохо, мозг получает огромнейшее количество сигналов неблагополучия, и тогда меняется работа сразу нескольких систем. Стрессовой, иммунной, гормональной, вегетативной, серотониновой и многих других. Мозг как будто бы говорит так: смотрите, телу плохо, возможно, мы в опасности, сейчас не время полностью расслабляться. И вот здесь важно вернуться к нашей с вами метафоре про заукача. Да? Серотониновая система участвует в том, насколько сильно мы реагируем на неприятные сигналы, насколько легко возбуждаемся, можем ли затормозить импульсивную реакцию, выдержать тревогу и не отдать ее управление этой тревоге целиком. Да? Но серотонин не единственный и не главный тормоз всей нашей нервной системы. Он работает вместе с огромным количеством других веществ и структур мозга, и в зависимости от рецептора и участка мозга он может не только приглушать реакцию, но иногда, наоборот, усиливать настороженность и чувствительность к угрозе. Поэтому и здесь не работает простая формула: больше серотонина, меньше тревоги. Но общая мысль остается очень важной. Спокойствие ума действительно во многом начинается с базового состояния тела. Когда человек голоден, хронически не высыпается, испытывает боль, физическое истощение или постоянный дискомфорт, от него гораздо сложнее требовать устойчивости, терпения и ясных решений. Мгм. Стоит заботиться о теле не для того, чтобы каким-то образом закачать серотонин из желудка в голову. Стоит заботиться о теле, чтобы почувствовать больше сигналов благополучия, которые могут поступать от тела к мозгу, и в свою очередь у нервной системы появится больше оснований воспринимать происходящее как достаточно безопасное, и чтобы все системы, участвующие в нашей устойчивости, могли работать не только в режиме выживания. Ну что, двигаемся дальше. В 2024 году, то есть совсем свежачок, в журнале
Nature Communications вышло исследование группы ученых из Оксфордского университета. Руководителем был Майкл Колуэлл из психиатрического отделения при госпитале Уорнфорд. Что они сделали? Они собрали 53 здоровых молодых человека без психиатрических диагнозов и с помощью специального вещества напрямую и быстро повысили уровень серотонина в синапсах головного мозга на целую неделю. До и после этого людям давали задания, где нужно было реагировать на неприятные проигрышные исходы. Результат был абсолютно четким. Когда серотонина становилось больше, люди не переставали замечать неприятное. Они точно так же видели, что произошло что-то плохое, но этот негативный сигнал переставал так сильно захватывать управление их поведением. И из этого можно вывести очень практическую такую важную мысль, что устойчивость – это никогда неприятного нет, это когда неприятное перестает быть единственным основанием для наших решений. Смотрите, как это может выглядеть в жизни, да? Например, мне тревожно, но я не бегу немедленно что-то или кого-то спасать, да? Вот. Или, например, я тут разозлился, но не отправляю то самое разрушительное сообщение сгоряча. Да? Мне отказали, но я не превращаю этот отказ в доказательство собственной никчемности. Я вдруг ошибаюсь, но не отменяю из-за одной ошибки весь путь целиком. Это и есть работа серотонина в чистом виде. Не в том, чтобы сделать нас нечувствительными к плохому, а в том, чтобы плохое не разбирало нас на части и не отбирало руль управления полностью. Мы только что с вами вот на это посмотрели, и это правда показатель того, как серотониновая система выглядит в своем лучшем проявлении. А теперь, честно, давайте посмотрим на обратную сторону. Что же происходит, когда эта самая серотониновая система ослаблена, да? И что мы можем в жизни наблюдать, когда есть истощение? Ну, первое, что мы точно можем обнаружить, это раздражительность и сверхчувствительность к мелочам. Разбилась ли чашка, сказали ли грубое слово в маршрутке, наступили на ногу, опоздал лифт. В общем-то, в обычном состоянии это проходит порой мимо, почти незамеченным. Вот. Ну, или можно легко как-то достаточно перенести это и отреагировать. А вот в истощенном вызывает слезы или вспышку ярости и какую-то несоразмерную реакцию. Потом можно заметить, что снижается способность терпеть и откладывать. То есть хочется всего и сразу, сложно выносить неопределенность и ожидания. И наличие тревожности и такой общей шаткости мы тоже можем увидеть. Как будто бы такая, знаете, вот ощущение, земля уходит из-под ног, даже когда объективно все более-менее в порядке. Вот. Мозг начинает, например, окрашивать нейтральные вещи в негативные тона. Да, это когда система истощена, появляется синдром, что все плохие, я плохой, значит, коллега не поздоровался, значит, обиделся, подруга не ответила прям вот в течение 15 минут, все, значит, что-то уже не так, значит, как-то уже между нами пробежало, значит, холодок, ничего такого объективного не произошло, а внутри уже, конечно, разворачивается целая драма о том, что все не так и все против меня. Ну и, естественно, мы можем наблюдать, что будет нарушение сна, здесь очень такая прямая физиологическая связь, потому что серотонин – это прямой предшественник мелатонина, гормона сна. Организм в буквальном смысле собирает мелатонин из серотонина, когда наступает темнота. Если днем серотонина было мало, вечером просто не из чего будет сделать глубокий и качественный сон. Вот, ну и надо понимать, что серотониновое истощение – это такая шаткость и раздражительность даже без явного внешнего повода. Вот. А тут после этого разговора я предлагаю вам вернуться к вопросу, который мы уже немного, конечно, затронули в начале лекции, потому что путаницы вокруг него по-прежнему огромное количество. Не поговорить мы об этом не можем. И давайте обсудим депрессию, разложим по полочкам все важные факты. Нельзя сказать, что вся депрессия возникает только потому, что у человека мало серотонина. Нельзя сказать, раз антидепрессант помог, значит, до начала лечения у человека точно был дефицит серотонина. То, что лекарство помогает изменить состояние, еще не доказывает, что именно нехватка этого вещества, на которое оно воздействует, была
первоначальной причиной заболевания. Это все равно, что сказать, если головная боль прошла после обезболивающего, значит, она возникла из-за недостатка обезболивающего в организме. Понятно, что так причинность не работает. Вот депрессия – это не ну, какое-то, знаете, одно одинаковое состояние с одной причиной. Это сложная, неоднородная группа состояний, в которых могут участвовать стрессовые механизмы, и сон, и циркадные ритмы, иммунные, воспалительные процессы, мотивация, способность переживать удовольствие, мышление, отношения, жизненные обстоятельства и история самого человека. Серотониновая система тоже может участвовать в этих процессах. Для разных людей и при разных формах депрессии ее роль может быть не одинаковой. Но модель в организме просто не хватает одного вещества, поэтому человеку плохо, оказалась слишком простой картинкой для такого очень сложного явления, как депрессия. И здесь возникает следующий вполне логичный вопрос. Если антидепрессанты влияют на серотониновую систему, почему человеку обычно не становится лучше сразу после первой таблетки? Почему самочувствие меняется постепенно, иногда в течение нескольких недель? Что в это время происходит и почему действие антидепрессантов – это гораздо более сложный процесс, чем простое, ну, добавление серотонина. Итак, препараты, которые блокируют обратный захват серотонина, довольно быстро, за считанные часы, меняют количество доступного серотонина в синапсах. И тут может быть понятным, конечно, возмущение, если вещества так вообще быстро работают почти сразу, почему легче становится не сразу? Да? Давайте посмотрим правде в глаза. Препараты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина блокируют этот самый захват очень быстро. То есть буквально вот после первой таблетки в течение нескольких часов серотонина в синапсах становится больше, но на реальное улучшение состояния человека, ну, как бы это влияет не так быстро, да, и обычно на это понадобится, может, 3-5 недель. Почему так происходит? Если бы депрессия была просто дефицитом серотонина, облегчение наступило бы мгновенно. Но как только молекулы вот, заполнили синаптическую щель, стало бы сразу легче. Но это не происходит. Ответ на эту загадку дало по-настоящему революционное исследование, в октябре 2023 года в авторитетном научном журнале «Молекулярная психиатрия» были опубликованы результаты работы команды ученых под руководством профессора нейробиологии Копенгагенского университета Гиты Кнутсен. Они провели высококлассное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Что происходило? Одна группа здоровых добровольцев ежедневно принимала антидепрессант, а другая плацебо. При этом ни сами участники, ни ученые, проводившие тесты, до самого конца эксперимента не знали, кто именно какую таблетку получает. Спустя 3-5 недель мозг участников исследовали с помощью высокоточного сканирования. Ученые измеряли уровень особого белка СВ2А, который является прямым индикатором наличия контактов между нервными клетками в мозгу. И они обнаружили потрясающую штуку. У людей, принимавших антидепрессант, со временем зафиксировали выраженное постепенное увеличение плотности синапсов в неокортексе и гиппокампе, то бишь зонах, которые критически важны для регуляции эмоций, памяти и обучения. У тех, кто принимал плацебо, естественно, никаких изменений не произошло. Это стало первым в истории прямым подтверждением на живых людях, что антидепрессанты работают не просто как временный, знаете, такой освежающий душ из серотонина. Они буквально запускают нейропластичность, то есть физическую перестройку архитектуры мозга, где происходит выращивание новых нейронных связей. Это блестяще объясняет, почему эффект от медикаментозной терапии развивается не так ну, быстро, как нам бы хотелось. Мозгу нужно время, чтобы вырастить эти самые новые физические мостики. Что все это значит для нас с вами? Вот здесь, прямо в этой лекции, простыми словами. Давайте представим наш мозг как, например, живой густой лес. Когда мы долгое время находимся в стрессе или депрессии, наши старые хорошие тропинки, те, по которым раньше ходили, наша радость, спокойствие, интерес к жизни, они же буквально зарастают колючим кустарником, пройти становится невозможно. А те дорожки, по которым бегает тревога, страх и мрачные мысли, наоборот, становятся широкими, растоптанными, скоростными автострадами, потому что, ну, понимаем, да, мы находимся в депрессии и стрессе.
И вот человек начинает принимать антидепрессанты. А антидепрессанты– это строительные материалы, это новые доски, гвозди, инструменты, которые мы заносим в этот ставший темным от депрессии лес. Но чтобы построить новый, красивый, прочный деревянный мостик через овраг, строителям нужно время. Нельзя просто принести доски, значит, бросить их в кучу и сказать, ну, значит, все, мост готов, поехали, ребята. Строителям нужно выкопать ямы для опор, залить их, значит, подождать, пока высохнет бетон, аккуратно уложить каждую досочку, вбить каждый гвоздик. Наш мозг занимается ровно этим. Он строит новые дорожки из живых клеток буквально руками, клеточка за клеточкой. Он подкладывает новые такие вот, значит, досочки одну на одну и строит новые физические мостики в нашей голове. И мы не можем крикнуть дереву, например, а ну-ка быстренько расти, не можем приказать бетону высохнуть за секунду. Биологию не обманешь, ей, правда, нужно время. Физическому мостику в нашей голове нужно от 2 до 4 недель просто, чтобы закрепиться, чтобы он не шатался, и мы смогли, значит, как-то этим пользоваться безопасно. Вот. И нам важно с вами в этом смысле как-то закрепить две принципиальные вещи. Первое, пожалуйста, дайте себе время, если вы начали принимать антидепрессанты, а на третий день вам все еще плохо, это не потому, что вы сломаны или лекарство не работает. Это потому что в вашей голове прямо сейчас идет масштабная, тихая, незаметная стройка. Там пахнет свежей краской и вовсю стучат молотки. Будьте бережны, пожалуйста, к этой стройке и немножечко терпеливы. Ну и второе. Пока мозг выращивает эти новые пути, нам очень важно показывать ему, куда именно их строить. Потому что таблетки, конечно, принесли, доски и гвозди, но чертеж нового моста мы создаем сами своими маленькими ежедневными выборами, бережным отношением к себе и той самой психотерапией. Строительные материалы наконец-то вот доставлены уже, да, и теперь мы можем начать строить дорогу туда, где нам действительно будет хорошо. Но здесь скрывается самое важное понимание, которое кардинально меняет наше отношение к лечению. Да, лекарство меняет физиологические условия, в которых наш мозг функционирует. Оно делает мозг более гибким, мягким, способным к обучению, как свежий, такой податливый пластилин. Но таблетка сама по себе не проживет за нашу жизнь. Она не способна сама по себе, ну, например, научить нас новому бережному способу, например, отдыхать, да? Или выстроить за нас здоровые границы со сложными близкими или руководством. Или пережить горе, интегрировать тяжелый опыт, поменять деструктивные жизненные сценарии. В общем-то, пластилин, конечно, станет мягким, но фигурку из него все еще нужно будет вылепить. Это мозг получил способность создавать новые связи, но действительно ему жизненно необходим новый опыт, на котором он будет учиться реагировать на мир по-новому. Если физиология изменилась, а человек продолжает действовать в тех же изнуряющих шаблонах, мозг просто заново зафиксирует старые травматические дорожки. А нам это надо? Нам это не надо. Очень часто люди относятся к антидепрессантам полярно, либо, знаете, таким огромным страхом, вот, я сяду на таблетки, потеряю себя, со мной что-то такое произойдет. Либо наоборот, с иллюзией чуда, знаете, как волшебная пилюля, которая должна прийти и в одночасье решить все жизненные проблемы, нажитые за 40 лет, понимаете? Конечно, наладить отношения, вернуть радость и вообще как-то сразу же улучшить комфорт жизни. Но правда в том, что сама по себе таблетка не сработает, конечно, без нашего участия. Вот. Я предлагаю вам на это посмотреть через следующую метафору. Давайте мы представим нашу психику как автомобиль. В нашей жизни может наступить такой тяжелый, темный период, когда в этой машине просто закончится бензин. Физически. Ну, вот силы иссякли, бак пуст, двигатель заглох. Вы можете сколько угодно ходить вокруг этого автомобиля. Можете сколько угодно уговаривать себя ехать дальше. Можете бесконечно протирать лобовое стекло и натирать там фары, я не знаю, да, или пинать колеса, злиться. Машина-то не сдвинется ни на сантиметр, у нее нет ресурса. И вот в этой точке антидепрессанты– это просто бензин, который мы заливаем в пустой бак. Это чистое физиологическое топливо, энергия, которую мы возвращаем истощенной системе. Но посмотрите, что происходит дальше. От того, что мы залили полный бак бензина, машина сама по себе не поедет. Она не довезет нас до работы, не выберет за нас красивый маршрут. Вот, и чтобы движение началось,
нам все равно придется совершить целый ряд собственных личных усилий. Да? Нужно будет сесть за руль, вручную, значит, повернуть ключ зажигания, ну или хотя бы нажать кнопку старта. Придется самостоятельно переключать передачи, выжимать сцепление и нажимать на педаль газа. И самое главное, придется держать руль, смотреть на дорогу, решать, где притормозить, где разогнаться, а где сделать остановку, чтобы передохнуть. Вот этот процесс управления автомобилем, выбор пути и вот эта самая работа с рулем, это и есть психотерапия, это ваша внутренняя работа. Именно поэтому современная доказательная медицина говорит в один голос: наиболее успешным, устойчивым и научно доказанным союзом в лечении депрессии является соединение медикаментозной поддержки и грамотной психотерапевтической опоры. Да, таблетки дают нам топливо, ту самую базовую биологическую возможность действовать. Но куда мы направляем эту энергию, какие новые нейронные связи построим, как научимся обходиться со своими границами и выборами, зависит только от того, как мы будем крутить руль. Что бензин без водителя – это просто горючая жидкость, которая стоит в баке, а водитель без бензина – это уставший человек, запертый в неподвижном металлическом корпусе. И только когда они соединяются, начинается настоящее красивое путешествие к нашей устойчивости. Вот. И когда мы говорим о прокладывании этих новых здоровых маршрутов в терапии, здесь важно задать себе вопрос: а где именно мы их прокладываем? Наш мозг не живет в стеклянной же банке, правда? И те самые новые синапсы, о которых мы только что говорили, мы выращиваем не в вакууме, товарищи, а внутри наших реальных живых отношений с миром. Мы же существа социальные, и наша внутренняя устойчивость, как оказывается, невероятно сильно зависит от того, что происходит между нами и другими людьми. Дело в том, что серотонин – это не просто химия какого-то индивидуального покоя. Это глубоко социальная молекула. Наша нервная система не умеет вычислять безопасность в одиночку. Для древних отделов нашего мозга вопрос, безопасно ли мне здесь, почти всегда равен вопросу, как ко мне относятся окружающие, видят ли они меня, признают ли они мою ценность. И чтобы по-настоящему прочувствовать, насколько глубоко в нашу биологию вшита эта связь между чувством устойчивости и социальным признанием, давайте совершим небольшое путешествие. Выйдем, значит, из нашего кабинета, где мы говорили про медицинскую поддержку и психотерапевтическую опору, и заглянем в дикую природу, где ученые однажды провели очень изящный эксперимент. Еще в 1991 году группа ученых под руководством Майкла Магуайра, Майкла Ролли из факультета психиатрии и биоповеденческих наук Калифорнийского университета провели очень изящное вот это исследование на верветках. Верветки – это африканские мартышки с четкой, легко наблюдаемой социальной иерархией внутри стаи. В каждой группе есть один доминантный самец, несколько подчиненных самцов, самки и детеныш. Ученые заметили, у доминантного самца в группе уровень серотонина в крови почти в 2 раза выше, чем у подчиненных. Логично было бы подумать, ну, повезло чуваку с биологией, но дальше они пошли на настоящий эксперимент, чтобы проверить причину, а не просто совпадение. У нескольких групп забирали доминантного самца, а одному из подчиненных искусственно повышали серотонин. И каждый раз происходило одно и то же. Именно тот самец, у которого искусственно подняли серотонин, со временем становился новым лидером группы. Он начинал вести себя спокойнее, увереннее, чаще приближался к другим членам стаи, чаще занимался грумингом. И стая сама естественным образом признавала его вожаком. Логично было бы предположить, высокий серотонин делает обезьяну более уверенной, и поэтому она поднимается по иерархии. Но дальнейшие эксперименты показали кое-что более тонкое. Причинность работает в обе стороны. Сам факт социального признания победы, повышения статуса заставляет серотонин расти, а потеря статуса заставляет его падать. Какой вывод мы можем сделать без всяких там мартышек? Да? Наше чувство покоя и устойчивости – это не только результат биохимии, которая просто случается с нами каким-то образом. Оно очень тесно завязано на том, чувствуем ли мы себя увиденными, уважаемыми, принятыми в своей среде.
Признание, благодарность, ощущение, что меня ценят — это не просто приятные слова, это реальный физиологический сигнал, который поддерживает нашу систему устойчивости. И вот здесь хочу сказать одну вещь, которая мне самой кажется очень важной. Друзья, внимание! Когда мы листаем ленту и сравниваем себя с успешными, вот этими красивыми, продуктивными людьми в социальных сетях, и чувствуем себя ничтожными на этом фоне, мы, по сути, конечно, устраиваем себе маленькое серотониновое самоубийство. Мозг считывает это буквально как сигнал. Я на самом дне иерархии, мне здесь не место, я не в безопасности. И запускает тревогу, вполне такую реальную, физиологическую. И тут же обратная обнадеживающая сторона той же истории. Настоящая, устойчивая уверенность в себе, та, что держится на серотонине, а не на адреналине. То есть выглядеть это может вовсе не как агрессивное доказывание своей силы и не как громкое привлечение внимания. Она выглядит как спокойное присутствие, что-то вроде внутреннего «мне не нужно никому ничего доказывать, я уже здесь, я на своем месте». Когда близкие люди дают нам теплое подтверждение: ты важен, ты ценен, ты имеешь право быть здесь, для тебя это место, уровень серотонина в нашей системе поднимается. И это не просто абстрактная радость, это биологическая безопасность. А когда нервная система чувствует себя в безопасности, она получает величайшую эволюционную роскошь — роскошь времени. Потому что в состоянии стресса, дефицита и социальной изоляции у нас нет времени думать. Если на тебя бежит хищник, или если тебе кажется, что тебя сейчас отвергнут, ты должен реагировать мгновенно. Бежать, нападать или замереть. Тут импульс равен действию. Но когда серотонина достаточно, в нашей психике открывается пространство, которое австрийский психиатр Виктор Франкл описывал так. Между стимулом и нашей реакцией есть промежуток. В этом промежутке лежит наша свобода и наша сила выбирать свой ответ. С точки зрения нейробиологии, этот таинственный промежуток Франкла и есть физическая работа серотонина. Это то, что мы можем назвать серотониновым люфтом. Давайте разберем, как устроен этот механизм саморегуляции. Как мы знаем, наш мозг постоянно бомбардирует импульсы. Лимбическая система то и дело высекает искры. Значит, тут не страшно, тут ударь в ответ, срочно съешь это сладкое, чтобы выжить, спрячься и не высовывайся. Это быстрые эволюционные древние дофаминовые и адреналиновые импульсы. Если бы у нас не было тормозных систем, мы бы превратились в хаотично дергающихся марионеток своих сиюминутных побуждений. И вот здесь на сцену выходит серотонин. Он работает как внутренний звукорежиссер нашей психики. У него в руках пульт управления громкостью. Серотонин не отменяет и не запрещает наши эмоции. Он просто мягко кладет руку на регулятор громкости лимбической системы и плавно уводит звук тревоги или ярости вниз. Он делает этот крик тише, создавая тот самый эмоциональный зазор, паузу в несколько секунд. Что же происходит в эти секунды? В игру успевает включиться наша молодая, мудрая префронтальная кора, наш внутренний взрослый. Мозг успевает сообразить: да, мне сейчас больно и обидно от этих слов, но мне не обязательно прямо сейчас кричать в ответ или хлопать дверью или ударить. Я могу вдохнуть, выдохнуть, и я могу выбрать, как ответить. Если мы живем в режиме хронического дефицита серотонина, мы теряем эту способность к торможению. Наша психика лишается вот этой самой амортизации. Что импульсивность — это не скверный характер и не отсутствие силы воли. Это оголенный провод нервной системы, у которой забрали серотониновую изоляцию в силу порой разных причин. Именно поэтому, когда мы восстанавливаем серотониновый баланс, там, например, через терапию, бережный образ жизни или медицинскую поддержку, люди не говорят: «О, я стал безумно счастлив». Они описывают свое состояние иначе. Они приблизительно вот следующее что-то можно услышать, да. Я заметила, например, что муж снова забыл помыть посуду. Я по привычке внутри сразу же вспыхнуло раздражением. Ну, тут вдруг обнаружила, что могу просто посмотреть на эту посуду, спокойно попросить его вымыть и пойти заниматься своими делами. Без драмы внутри, представляете?
Ну или следующее, например. Мир вокруг остался прежним, но у меня появилось ощущение, что между мной и миром теперь есть мягкое защитное стекло. Конечно, звуки, удары, события долетают до меня, но они больше меня не ранят мгновенно, и я не рассыпаюсь. Или вот еще. Со мной случилось болезненное событие, но я как-то сильно не развалился и смог мобилизоваться, чтобы решить ситуацию. Это и есть работа серотонина, химия покоя и внутренней устойчивости. Он дарит нам не эйфорию, а пространство для маневра. Он возвращает нам авторство над нашими реакциями. Серотониновая система отвечает за то, чтобы вовремя нажать на тормоз, заметить, зафиксировать и отпраздновать внутри себя тот факт, то, что есть прямо сейчас, уже есть. Это мое, это для меня, и этого, в общем-то, достаточно, это хорошо. Серотонин – это наше главное внутреннее противоядие синдрома вечно голодного. От того изматывающего состояния, когда сколько бы у человека ни было денег, дипломов, брендовых вещей, признаний или лайков, ему все мало и мало. Ему всегда нужно что-то еще и чуть-чуть, и побольше, и в 3 слоя, да, чтобы наконец почувствовать себя в безопасности, да. Но вот это вот самое еще чуть-чуть и побольше никогда может и не наступить, понимаете? Как же в нашей обычной повседневной жизни выглядит поломка способности нашей нервной системы усвоить и переварить то, что мы уже получили? Закатывайте, записывайте, узнавайте. Это компульсивные бесконечные покупки, когда радость от новой вещи длится ровно до того момента, пока вы до шкафа ее донесли, а это в лучшем случае может быть и до двери. Это серийная смена партнеров, когда мы не способны заметить, что рядом с нами вообще-то теплый, достойный, любящий человек. Мы можем продолжать бежать дальше в поисках такого мифического идеала. Это компульсивное переедание, когда тело физически уже переполнено, но мозг упорно не регистрирует сигнал насыщения. Это бесконечные изнуряющие споры, например, в комментариях или на кухне, когда мы не можем остановиться, хотя все аргументы уже сказаны по 3 раза, и мы просто истощаем друг друга. Это феноменальное, мгновенное обесценивание собственных заслуг. Ну, а что такого? Я защитила диссертацию, это было очень просто, да? Ну да, мне там, конечно, сделали комплимент, но что такого? Я помыла голову вообще-то, и ничего такого. Это вчерашнее платье, я в нем была уже, и вообще ему уже 10 лет, да? Вот. Мы не даем себе времени посидеть, как бы, знаете, немножко угнездиться в своей победе, побыть сытыми, сглатываем ее не жуя, и тут же бежим за новой долей значит, добавки. Во всех этих сценариях сломан один и тот же биологический датчик, способность зарегистрировать этот вот самое вот это вот ощущение, что мне достаточно, притормозить и получить глубокое, плотное удовлетворение на полный и физический, и эмоциональный, и ментальный желудок. И здесь есть еще один тонкий, но бесконечно важный штрих, тесно связанный с умением останавливаться. Это наша способность передумать и изменить свой маршрут, не рассыпаясь при этом на части. Дело в том, что наша серотониновая система – это не просто предохранитель от переедания и лишних покупок. И здесь вы это тоже сможете понять до конца лекции. Она принимает самое прямое участие в процессах обучения и в нашей способности перестраивать свое поведение, когда привычные правила игры вдруг меняются. Очень наглядное и красивое подтверждение этому получили профессора нейронауки Кембриджского университета. Исследование Хизер Кларк, Тревора Робинса, Энджелы Робертс и их коллег стало классикой нейробиологии. Они исследовали поведение маленьких мартышек-игрунок. Сначала обезьянок учили простой задаче на такое визуальное различие. Они должны были выбирать определенную картинку, за что получали сладкий банановый сироп. Мартышки быстро усваивали это правило. Но затем ученые точечно снизили уровень серотонина в орбитофронтальной зоне префронтальной коры участия обезьянок и поменяли правила игры. Награду перестали давать за старую картинку и начали давать за новую. И вот здесь произошло самое интересное. Животные с обычным здоровым уровнем серотонина перестраивались мгновенно. Они быстро замечали, ой, старая схема больше, значит, банановый сиропчик не приносит. Вот останавливались, осматривались, пробовали другое действие и находили новое решение.
Но мартышки с дефицитом серотонина буквально застревали. Они раз за разом десятки раз подряд нажимали на старую, уже неправильную кнопку. Они злились, не получали награды. Оставались голодными, но физически не могли прекратить это действие. Их мозг попал в ловушку бесконечного повторения старого шаблона, который перестал работать. И вот то, что ученые наблюдали у этих кембриджских мартышек, это же не просто забавный зоологический факт. Это точнейший слепок того, как выглядит наша человеческая жизнь при дефиците серотонина. Способность вовремя заметить то, что я делаю прямо сейчас, больше не работает, остановиться и перестроиться — это не абстрактная сила воли и не просто, ну, такой хороший, скажем так, характер. Это конкретный физически измеримый механизм в нашем мозге. Когда наша серотониновая система истощена, наш мозг начинает буксовать в одной и той же колее, даже если эта колея ведет нас в тупик или к обрыву. Мы годами можем продолжать использовать в отношениях одни и те же манипулятивные или оборонительные практики и техники, которые каждый раз заканчиваются скандалом и болью. Мы видим, мы абсолютно спокойно можем это наблюдать, страдаем, но не можем остановиться. Или, например, мы упрямо пытаемся воспитывать уже собственного ребенка, который стал подростком, теми же методами контроля, какими воспитывали его в 3 года. Искренне не понимая, почему это больше не работает и только разрушает ваши отношения. Или продолжаем стучаться в закрытые двери, например, каких-то проектов, бизнесов или отношений, которые давно умерли, тратя туда остатки жизненных сил просто потому, что наш мозг биологически не может пережить отказ от прежнего плана. Застревание в неработающем шаблоне — это же не глупость, понимаете? Порой это крик истощенной префронтальной коры, которой физически не хватает серотонинового ресурса, чтобы проложить вот этот самый новый путь. Вот. И здесь я хочу сказать очень важную терапевтическую штуку, ради которой, по сути, мы и разбираем этот сложный механизм. В нашем обществе долгое время культивировался образ такого, знаете, железного человека. Нам казалось, что сильный, устойчивый человек — это тот, кто никогда не меняет свое мнение, идет на пролом, гнет свою линию, несмотря ни на что, и держится одного курса вопреки любым бурям. Мгм. Ну, сегодня наука и психотерапия говорят нам, нет, это неустойчивость, это ригидность, то есть не гибкость. Она похожа на толстое такое красивое стекло. Оно кажется невероятно прочным, пока давление не превысит критическую отметку. А когда удар по стеклу становится слишком сильным, стекло не гнется, оно мгновенно разлетается на тысячи мелких осколков. Точно так же ригидная психика при столкновении с крупными жизненными кризисами, например, потерей работы, иммиграцией, разводом, войной, часто переживает полный крах, потому что не умеет меняться. Настоящая здоровая устойчивость похожа на что, как вы думаете? На молодой бамбук. Устойчивый человек — это тот, кто может согнуться под ураганом обстоятельств, прислушаться к изменениям среды, признать, что старые правила больше не действуют, передумать, поменять направление и не разрушаться. Остаться целым в своем новом поведении. Потому что способность быть гибким, ориентироваться на реальность вокруг и на реальные изменения внутри себя самого — это единственное, что на самом деле помогает нам выживать в стремительно меняющемся мире. А сила, друзья, как говорит нам наука, не в упрямом стоянии на своих из последних, значит, сил. Сила в живой подвижности, сила в способности меняться вместе с жизнью, бережно сохраняя при этом свою суть. Когда я сижу в своем кабинете напротив моих клиентов, пациентов, я никогда не вижу перед собой, конечно, поломанную серотониновую систему. Вот какие-нибудь дефективные синапсы или просто нетерпеливого ригидного человека. Я всегда вижу историю выживания. Я вижу красивую, хоть и уставшую нервную систему, которая когда-то сделала все возможное, чтобы защитить своего хозяина. И то, как мы помогаем этой системе расслабиться и наконец-то вырастить свой собственный покой — это отдельное искусство, о котором мне очень говорить важно с вами, как психотерапевту.
Потому что когда мы говорим про внутренний покой, мы привыкли думать о нем определенным образом, как будто это какой-то редкий подарок судьбы. Нам кажется, что покой – это удел людей, которые сидят и медитируют в тибетских пещерах, или каких-то просветленных мудрецов, которые 30 лет не выходят из кабинета психотерапевта, поставили там палатку и живут, понимаете? Как будто это какое-то элитарное такое состояние, которое тебе либо, ну, отсыпали при рождении, да, там пару горсточек, либо нет. Ну, давайте снимем с этой темы лишний пафос. В общем-то, легко сохранять олимпийское спокойствие в стремительном, ну, таком, как бы в стерильном вакууме монастыря, где нет быта, дедлайнов, сирен и плохих новостей. Настоящая устойчивость нужна вообще-то не там, понимаете? Она нужна нам здесь, на наших кухнях, в рабочих чатах, в коридорах во время тревог и в диалогах с близкими. И на самом деле покой – это не история либо есть, либо нет. Это очень простые, приземленные вещи, которые вы вполне способны создавать сами через микровыборы каждый день. Понимаете, покой – это ведь не просто пустота в голове. Это способность нашей психики вовремя переваривать, усвоить и разложить внутри себя то, что мы прожили за день. Если мы весь день бежали как потерпевшие, не прожевывали, заглатывали терабайты новостей, чужих эмоций, рабочих задач, микротревог или макротревог, да, у нас наступает самое настоящее психическое несварение. Мозг не может расслабиться не потому, что он сломан, а потому что его внутренний контейнер переполнен до краев, и система не успевает этот огромный объем ассимилировать. Ему просто физически нужны паузы, чтобы превратить этот поток внешних раздражителей в понятный, усвоенный опыт. И все это вместе говорит нам одну важнейшую вещь. Устойчивость – это не то, что с нами просто случается, повезло или не повезло. Это то, что мы можем проектировать сами через самые обычные бережные действия. Это нам подвластно, это нам под силу, я вам точно говорю. Только, пожалуйста, не путайте это с идеей, знаете, что если я очень сильно постараюсь и напрягусь, я смогу причинить себе счастье и покой усилием воли. Нет, конечно, так это не работает. Потому что попытка приказать себе, значит, так, быстро успокоилась, задышала по квадрату, расслабила плечи, что ты напряглась, да? Это дофаминовый такой, знаете, насильственный путь, который только множит тревогу, потому что серотонин не рождается из принуждения, он требует сдачи оружия, а не новой внутренней битвы. Мгм. И да, мы строим этот покой не, конечно же, в каком-то мире, в который вымот доместосом, да, мы строим его на ветру, в очень непростых, нестабильных условиях, в которых мы все чаще живем. И я вас прекрасно понимаю, требовать от себя идеального штиля сейчас это просто настоящая жестокость. Но дать своей системе чуть больше амортизации, чтобы не рассыпаться от ударов, это то, что мы действительно можем для себя сделать. Ну и, конечно же, это все на самом деле очень доступно. Сейчас мы с вами перейдем к конкретной такой прицельной практической части. Вот. И давайте поговорим, что же действительно можем делать в нашей обычной жизни каждый день, чтобы помогать своему серотонину удерживать нас в равновесии. Наш мозг не понимает абстрактных приказов, как вы уже поняли, а ну-ка давай-ка успокойся, да? Но он прекрасно понимает язык физической заботы, предсказуемости и безопасности. И все практические инструменты мы можем условно разделить на три опоры нашего, помните, гнезда. Да? Когда я собирала этот раздел, я подумала, что его важно структурировать, да? Вот. И эти три опоры нашего гнезда – это забота о теле, информационная гигиена и психологическое признание. Давайте разберем их по пунктам. Все, как я люблю. Первое, второе – компот. Итак, включайте свою систему, пожалуйста, утренним светом. Утро, когда вы просыпаетесь, сразу широко, хорошо открывать шторы, запускать свою систему серотониновую в первый же час после пробуждения. Это не просто такой, знаете, житейский совет, да? Это современные нейробиологические исследования лаборатории Саммера Хаттера из Национального института психологического здоровья США. Исследования эти доказывают, что яркий утренний свет, попадая на фоточувствительные ганглионарные клетки сетчатки глаза, напрямую активируют ядра шва в стволе мозга и мгновенно запускают синтез серотонина.
Простыми словами, это буквально переключает наш мозг из ночного режима в дневной, регулируя настроение и когнитивные функции. Открыли шторку, постояли на свету, и серотонин запустился. Поэтому заведите себе привычку хотя бы 10-15 минут утреннего света добавлять в свою жизнь. Выйдите на балкон, откройте окно, сделайте глоток чая у подоконника, вынесите мусор, в конце концов. Просто посмотрите, какая на улице погода. Мозг должен физически увидеть, что день начался. Второе. Бережно обходитесь со своим сном. Я тылдычу про это постоянно и не буду прекращать. Ложитесь спать и вставайте примерно в одно и то же время. Серотонин и мелатонин – это сиамские близнецы нашей биологии. Они работают в строго суточной паре, и хаотичный график бьет по обоим сразу. Но здесь мне важно сказать очень честно, мы живем в условиях войны, в тяжелейшей реальности выживания, и сон сегодня часто ощущается не как, знаете, рутина, а как роскошный подарок судьбы порой. Требовать от себя идеальной гигиены сна в таких условиях жестоко. Наша задача сейчас не идеальность, а бережное самосохранение. Сделайте то, что вам по силам. Создайте условия для сна там, где это безопаснее физически. Стелите себе в ванной или коридоре по правилу двух стен, как делают сейчас очень многие украинцы, да. Вот, и это не странность, это такой великий акт биологической заботы о себе. Обеспечьте себе темноту. Циркадные ритмы практически, им не нужен свет, да, ночью, да, им нужен свет днем, а ночью необходима темнота. И пусть никакие фонарики ни у вас в доме, ни с улицы не светят вам в глаза. Если вы к этому чувствительны, заведите себе хорошую маску для сна. Это настоящий подарок судьбы, который решает очень много вопросов. Значит, и важно, чтобы на глаз через нее свет не попадал, и тогда вы будете иметь более глубокий сон, потому что ваша система будет понимать, наступила ночь, надо отдыхать. Конечно, проветривайте пространство перед сном, сделайте теплое питье, например, ритуалом перехода, да, какой-то травяной чай, молоко с медом, в общем, все, что вам подойдет. Это помогает телу считать сигнал, мы замедляемся и идем к покою. Ну и можете использовать, если вам подходит, например, ароматерапию. Ну, можете взять какую-то простую баночку, налить туда простой воды, налить туда, например, аромамасел, каких-нибудь пару капель, да, взбалтывать и пшикать это все по комнате, например, попшикать лавандовым маслом подушку, да, свою пижамку, например, ту же маску для сна, и это физические сигналы безопасности для вашего тела. А вот. Потом регулярно, пожалуйста, двигайтесь без насилия. Потому что физическая активность – один из самых мощных безмедикаментозных способов поднять уровень серотонина. Но, пожалуйста, забудьте про изнуряющий спорт ради цифр на весах и кубиков пресса. Насилие над собой уничтожает серотонин. Запомните это, пожалуйста, навсегда. Ищите движение, которое соприкасается с вашим удовольствием. Это может быть спокойная ходьба, танцы дома под любую музыку, мягкая йога, велопрогулка, не знаю, там, стрип-дэнс какой-нибудь. То, что дает вашему телу радость движения, а не истощение. Есть огромная доказательная база, подтверждающая, что умеренная регулярная активность стабилизирует серотониновую систему и возвращает психике устойчивость. Идем дальше. Четвертое. Создавайте ритмичные ритуалы. Наш мозг устроен так. Предсказуемость для него равна безопасности, а серотонин обожает ритмы. Когда тело выполняет повторяющиеся монотонные действия, наш мозг считывает, ну все, раз мы можем делать что-то ритмичное и спокойное, значит за нами никто не гонится, хищника рядом нет, система может расслабиться. И с точки зрения нейробиологии, ритмическая активность напрямую стимулирует фабрику серотонина в нашем мозгу. Что это может быть? Монотонная ходьба, особенно без наушников, когда вы просто удерживаете внимание на дыхании. Плавание, вязание, вышивание, картины по номерам. Простая дыхательная практика с акцентом на длинный выдох. Например, вдох на 4 счета, выдох на 8. Пятое. Включайте в жизнь сенсорное самосострадание. Это такие физические способы снизить уровень гормона стресса, кортизола, и активизировать парасимпатическую систему торможения. Что нам может помочь здесь? Тяжелое одеяло. Да? Ну, не просто тяжелое в смысле, а есть специальное тяжелое одеяло. Оно создает эффект глубокого сенсорного давления, имитируя плотные объятия, что снижает тревогу. Потом тепло, горячая ванна или душ,
нам подойдут. Мозг эволюционно связывает тепло с безопасностью гнезда и близостью соплеменников. Телесный контакт, да, обнимашки, самомассаж шеи, плечи рук или простое бережное поглаживание себя там, да, по верхней части тела. Шестое. Снижайте, пожалуйста, сенсорный шум. Иногда будет полезна информационная диета. Что здесь важно? Если вы чувствуете, что ваша система перегружена, первое, что нужно сделать, волевым решением, вот здесь волевым, да, снизить количество входящих стимулов. Выходите из бесконечных чатов и переписок, которые вас эмоционально затягивают и истощают. Убирайте лишний фоновый шум, отключайте всплывающие уведомления, дозируйте чтение новостей. Сегодня в военное время это вообще порой крайне важно, делать такую информационную диету. Ну и в состоянии перегрузки вашему мозгу жизненно необходим отдых от выбора. Позвольте себе сделать паузу перед принятием любых важных решений. Когда спадает сенсорная и эмоциональная интенсивность, возвращается трезвый взгляд, и ваши решения могут становиться более полезными для вас в будущем. Седьмое. Пожалуйста, защищайте свой любименький серотонин от чужого глянца. Друзья, это крайне важно. Берегите свою нервную систему от того, что можно назвать дофаминовой ловушкой сравнения. Когда мы уставшие, скроем ленту соцсетей, видим чужую, вот эту вот идеальную, облизанную, отфильтрованную жизнь, наш мозг мгновенно падает в дефицитарное состояние дофаминового голода. Вот смотрите, у них все хорошо, а я ничтожество. В этот момент серотонин падает камнем вниз, лишая нас устойчивости. Осознанно откажитесь от просмотра тех аккаунтов, которые вы чувствуете, просматривая которые вы чувствуете себя неполноценными, отстающими или неправильными, или что-то недоделавшими. Защищайте свой серотонин от чужого глянца. Вы не обязаны, не должны вытягивать чужие картинки, да, и притаскивать их в свою уникальную и живую реальность. 8. Создавайте настоящие питательные контакты. Серотонин– социальная молекула. Мы помним об этом, правда? Вот, и молекула эта расцветает в пространстве признания и безопасности. Но речь идет не о поверхностной болтовне, не о чем такой, знаете, вот разговоры ни о чем, или о количестве каких-то лайков под вашим постом. Речь о моментах, когда вас действительно видят и слышат. Ищите контакты с людьми, рядом с которыми вам тепло. Можно быть собой, и не нужно защищаться очень так, ну, как-то сильно и враждебно. Настоящая близость физически питает нашу систему устойчивости. Регулируйте состояние с теми, кто заставляет вас чувствовать себя незначимыми или неважными. 9. Практикуйте ассимиляцию хорошего. Очень просто здесь. Ведите дневник благодарности. Это простой, но научно доказанный способ перенаправить фокус мозга. Наша эволюционная биология заточена под поиск угроз, поэтому плохое мы замечаем автоматически, а хорошее, ну, проскакиваем не жуя. Ведение дневника благодарности или достижения– это регулярная тренировка мозга замечать, фиксировать и полностью усваивать, ну, собственно говоря, ассимилировать то хорошее, что уже есть в вашей жизни, помогая рождаться чувству «мне достаточно». 10. Позволяйте себе моменты компетентности и признания. Попробуйте проживать те периоды, где вы чувствуете себя компетентными, справляющимися, ценными и классными в том, что вы делаете. Не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому что вы правда в чем-то действительно хороши. И еще вашей нервной системе жизненно необходимы эти сигналы, чтобы стоять на твердой земле и чувствовать: со мной все в порядке, на своем месте, я справляюсь, я молодец. И в связи с этим, друзья, мне тоже всегда невероятно приятно и ценно получать от вас обратную связь, ваши теплые слова, рекомендации, репосты после лекции. Да-да, я знаю, что среди моих коллег много слушателей, и всегда это очень приятно,
что вы часто берете мысли, метафоры или идеи из моих лекций для своих блогов, постов или проектов. И, честно сказать, я этому очень радуюсь. Это лучшее доказательство того, что то, что я делаю, качественно, полезно и нужно людям. Вот. Но на самом деле это еще и прекрасная живая иллюстрация нашей сегодняшней темы про признание. Поэтому, коллеги, у меня к вам очень теплое предложение. Берите, пожалуйста, мои идеи открыто, пользуйтесь ими. Но отмечайте меня и ссылайтесь на авторство. Давайте открыто обмениваться этим признанием. Это будет невероятно экологично, красиво и очень полезно для серотонина и вашего, и моего. Ну а теперь, когда у нас в руках есть все эти опоры, давайте подведем итог нашей сегодняшней встречи. Помните, с чего мы с вами начали? Мгм. С мастера Шифу, который так отчаянно, так нервно пытался достичь внутреннего покоя. И от этой самой парадоксальной попытки становился только тревожнее. Мне кажется, что за сегодняшнюю лекцию мы с вами выяснили, почему ничего у него не получалось. Мастер Шиф угнался за покоем как за трофеем, то есть, по сути, включал дофаминовый мотор поиска и завоевания там, где нужен был совсем другой процесс. А покой не ловится в погоне, он совершенно не дофаминовый, он серотониновый по своей природе. Покой приходит не через постоянно еще, а через способность остановиться, выдохнуть и ассимилировать момент, заметить, что со мной прямо сейчас вот это. И, в общем-то, все более не менее в порядке. Вот. Мы сегодня с вами увидели, насколько глубоко серотониновая система вплетена в нашу жизнь. И это, конечно, огромная, важная система. Но мне бы совсем не хотелось, чтобы после этой лекции вы ушли с новой тяжелой тревогой. Господи, наверное, у меня теперь еще и серотонин какой-то неправильный, нужно срочно бежать его повышать. Потому что главная мысль сегодня вообще-то не об этом же, да? Главная мысль в том, что покой– это не случайный подарок, который одним людям почему-то достался, а другим нет. И внутренняя устойчивость– это не врожденная суперсила. Это состояние, для которого мы можем бережно создавать условия. Да, не всегда полностью, не всегда так быстро, как нам хочется. И, конечно, далеко не все в нашей жизни нам подвластно. Мы не можем с вами отменить войну, не можем в один клик убрать всю неопределенность из будущего, не можем заставить других людей вести себя предсказуемо, бережно и хорошо по отношению к нам, не можем однажды принять какое-то идеальное решение и больше никогда в жизни не тревожиться, не злиться и не расстраиваться. Но мы можем достаточно многое. Мы можем совершать каждый день маленькие, тихие, совершенно не героические действия, которые помогут нашей серотониновой системе чувствовать себя в безопасности. Можем зашторить окно, надеть теплые носочки, уйти из токсичной переписки, дать себе 5 минут тишины без телефона. В наше время, когда от всех требуют быть великими титанами, эти простые бытовые шаги по сбережению себя и есть настоящий истинный героизм. И думается мне именно, что из таких крошечных, скучных вещей складывается та самая устойчивость, за которой мы все, как и мастер-шефу, так неистово гонимся. В завершение нашей встречи я искренне желаю вам достаточно устойчивости. Достаточно, чтобы не разрушаться до основания от того, что жизнь временами оказывается, слишком сложной. Достаточно, чтобы не каждое ранящее чувство немедленно превращалось в импульсивное действие, о котором потом придется пожалеть. Достаточно, чтобы мягко менять свое решение, когда оно больше вам не подходит или начинает вам вредить. И достаточно, чтобы не требовать от себя олимпийского спокойствия в тех обстоятельствах, в которых тревожиться, плакать и злиться совершенно естественно. И еще я желаю, чтобы в вашей жизни обязательно был хотя бы один человек, принимающий, теплый и добрый. Хотя бы одно безопасное место – и хотя бы одно любимое занятие и один маленький, предсказуемый, повторяющийся ритуал, рядом с которым ваше тело сможет наконец-то расслабиться, опустить плечи и сказать: «Я здесь, я на своем месте, прямо сейчас мне ничего не нужно доказывать, прямо сейчас мне достаточно». Меня зовут Вера Попова. Спасибо вам большое, что сегодня исследовали со мной эту тему. И до встречи на лекции про окситоцин.